Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и зрители моего канала. В данном видеоуроке будем вязать красивую сумочку. Для работы нам понадобится, у меня будет вот такой вот шнур меланж. Заказывала на ВБ. В описании оставлю артикул. Здесь в моточке 200 метров, и цвет у меня это светло-бежевый. Так. Еще нам понадобится 2 ленточки твилли. Я шила сама эти ленточки. Оставлю опять же в описании урок. Простой урок нашла на ютубе, он короткий, как шить такие ленточки. Итак, ширина такой ленточки у меня 6 сантиметров, а длина я измерила 58 сантиметров. Вы же можете делать длину удобную для вас. Я потом покажу, что мы будем делать с этими ленточками. Понадобится еще также 2 кольца, пришивная кнопка магнитная, маркер, и вязать буду крючком номер 4. Итак, приступаем. Все подробно покажу и расскажу. Итак, набирать воздушные петли будем эластичным способом. Я отмерила хвостик 50 сантиметров, вполне достаточно. Вот, убираю маркер. Сейчас покажу, как вязать. Многие уже, наверное, вязали со мной таким способом. Я не раз так вяжу, набираю петельки для донышка. Да, смотрите, внизу хвостик, вот здесь на указательном пальчике основная нить. Берем крючок и вот так вот сделали петлю. Теперь накидываем хвостик на крючок и провязываем петли. Слишком свободно не вяжите, но так, чтобы потом у вас крючок сюда вошел, потому что вы будете дно формировать, но не свободно, потому что, чтобы не было отверстий в донышке. 2, 3. Шнур переплетается, тогда поправляйте его, вот этот хвостик. 4. Набрасываем шнур. 5, 6, 7. Нам необходимо набрать 22 воздушные петли вот таким вот эластичным способом. Смотрите, легко считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 у меня пока. Мне необходимо 22 петли такие. Ну вот, у меня 22 воздушные петли набраны эластичным способом. Смотрите, остался совсем небольшой хвостик, то есть мне хватило. Далее набираем просто воздушную петлю и провязываем столбики без накида. Вот смотрите, как заводим крючок, захватываем нить и провязываю я вот таким вот способом. Хвостик заодно прячем. Маркер поставим в начале вязания. Вот здесь у нас мы начинали провязывать первый столбик без накида. Так, идем в косичку и вот так вот провязываем. Косичку и провязываем столбик без накида. Двигаемся вот сюда к нашей вершине или к началу вязания. Покажу, как вязать здесь. Итак, по прямой мы провязали 21 столбик без накида. Подходим к закруглению, и вот в эту петельку мы провязываем сразу 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 3 столбика, и далее ныряем под петлю и еще провязываем наши столбики, пока не подойдем к противоположной стороне. Я расскажу, что сделать здесь. Вот видите, как получается донышко совсем без дырочек. Ну вот. Итак, здесь мы провязали скругление
3 столбика в одну петлю, потом провязали 20 столбиков без накида и приходим вот сюда. Здесь у нас был провязан первый столбик, поэтому для скругления нам остается вот сюда провязать всего лишь еще 2 столбика, так как вот это наш самый первый провязанный столбик без накида. Все, первый ряд мы провязали. Вязать будем по спирали, то есть каждый ряд не надо заканчивать. И вязать будем узором галочки в раскол. Поэтому сейчас снимаем маркер. И смотрите, что мы делаем. Вот наш первый столбик. Заходим с лицевой стороны, с изнанки, чтобы под перемычкой вышел крючок. Захватываем нить. И так как это у нас закругление, то здесь сразу в одну петлю мы провязываем 2 столбика. То есть еще раз сюда ныряем и провязываем второй столбик. Поставим маркер. И далее по прямой мы провязываем просто столбики без накида узором галочки в раскол. То есть вот как мы входим с изнаночной стороны, и вот так вот я провязываю. Так, здесь у нас хвостик был. Итак, провязываем узором галочки в раскол до следующего скругления. Итак, второй ряд в начале, вот здесь на скруглении мы провязали в одну петлю 2 столбика без накида узором галочки в раскол. Далее по прямой мы провязываем 20 столбиков узором галочки в раскол. И опять у нас скругление по правилу идеального круга, полукруга. Мы вот здесь на скруглении вот эти 3 петли, 3 столбика, которые мы провязывали, мы опять же в каждую петлю сделаем прибавку. Вот первый наш столбик. Дальше попроще будет вязать, это в начале вот эти петельки угловые. Второй наш столбик. И третий столбик. Все, мы сделали в вершине 3 прибавки. И далее по прямой мы снова вяжем узором галочки в раскол. Не доходим до скругления. Я покажу, какие прибавки сделать здесь. Итак, после угловых прибавок провязываю по прямой 20 столбиков без накида узором галочки в раскол. И нам остается еще сделать 2 прибавки. Так как вот начало вязания второго ряда мы делали первую прибавку. То есть здесь на углу опять же мы провязываем под одну петлю 2 столбика без накида узором галочки в раскол. Туговато только здесь, но потом оно все нормально. Останется нам провязать еще третий ряд донышка, и далее будем без обрыва нити переходить на стенки. Все, мы провязали второй ряд. Переходим на третий ряд, снимаем маркер. Вот здесь у нас было 2 прибавки. Под первую петлю мы провязываем прибавку, сразу 2 столбика. Раз. Так, смотрите, чтобы у вас крючок правильно заходил и выходил с изнаночной стороны. Да, то есть чтобы вот крючок выходит, ниточки по 2 стороны крючка и сверху перемычка. Мы провязываем раз,
2 столбика в одну петлю, ставим маркер, начало вязания у нас 3-го ряда. Вторую петлю мы провязываем просто без прибавки. Все, вот это мы сделали третью часть полукруга. Далее вяжем по прямой 20 столбиков узором галочки раскол до следующего скругления. По прямой провязываем 20 столбиков. Итак, провязали по прямой 20 столбиков без накида узором галочки в раскол. Пришли до нашего закругления, где у нас уже 6 столбиков. Да, в прошлом ряду были у нас прибавки. И смотрите, вот эти двойные мы под первый столбик мы провязываем прибавку. Смотрите, чтобы правильно крючок выходил, провязываем прибавку. Под второй столбик мы просто провязываем одиночный. Далее снова предыдущая прибавка. Под первый столбик мы вяжем прибавку. Под один столбик 2 столбика без накида в раскол. Под следующий столбик одиночный столбик. То же самое здесь. Мы сначала провязываем прибавку. Потом одиночный столбик. Все, теперь на закруглении у нас уже 9 столбиков. 3, 6, 9. Каждый ряд увеличивается на 3. Далее снова по прямой мы вяжем 20 столбиков без накида узором галочки в раскол. И останется вам показать вот эту часть скругления, и донышко будет готово. Итак, дошли до скругления. Вот первый столбик мы всегда провязываем в начале ряда. Осталось эти 2 столбика, которые были вот они в прошлом ряду с прибавками. И точно так же, как мы делали на скруглениях, то есть под первый столбик мы провязываем прибавку. Второй столбик мы просто вяжем одиночным. Все, и довязываем последние петли 3-го ряда. Здесь тоже мы делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. И последний столбик мы провязываем сюда 1 столбик. Все, 3-й ряд мы связали. Теперь идем, пройдемся паром, чтобы у нас не было вот такой вот скрученности, и будем переходить на стенки. Итак, смотрите, я свое донышко отпарила, оно теперь не закручивается, и мы переходим к вязанию стенок, сразу не обрывая нить. Все, мы теперь не будем делать никаких прибавок. Маркер сняла, но сейчас я его просто ниже вот здесь, чтобы он нам не мешал, чтобы видеть, где мы начинаем свой новый ряд. Так, заходим под полупетлю и перемычку. Вот эту нашу петлю мы вытягиваем. Вот так вот вытянули. Заходим спереди, захватываем нить и провязываем вот такой первый столбик. Все, далее захватываем полупетлю и перемычку. И мы просто провязываем столбики без накида. Далее мы снова будем вязать в раскол. Это у нас просто первый ряд стенок. Полупетля и перемычка. И провязываем столбики без накида. Итак, вяжем первый ряд.
Итак, провязав первый ряд, у меня получилось 58 столбиков без накида, включая вот этот вот первый столбик. Далее подтягиваем вот эту ниточку, заходим в косичку между первым и вторым столбиком, вытягиваем нить, ниточка за петлей, и в раскол далее мы вяжем все последующие ряды. Вот первый столбик вот таким образом провязываем. Так, смотрите, чтобы петля не убежала. Все, провязали. Все, далее все столбики мы опять же вяжем в раскол. Все, второй и последующие ряды. Просто идем по кругу. Как переходить на новый ряд я показала. Сейчас я свяжу второй ряд в раскол и еще раз вам покажу, как перейти на новый ряд. И вы уже вяжете на необходимую вам высоту. А далее я покажу, как мы будем вывязывать ручки. Ручки тоже сами будем вязать. Итак, смотрите, провязали второй ряд. Опять же вытягиваем нить. И заходим под косичку, которая находится между первым и вторым столбиком второго ряда. Вот так вот хорошо вытягиваем. Ниточку заводим за этой петлей. Заходим в раскол. Придерживаем нить. И вытягиваем эту ниточку. Захватываем вот эту ниточку с изнанки. И провязываем первый столбик. Все ряды вяжем таким образом. То есть мы вяжем их в раскол и переход делаем так, как я вам показала. Все, вяжем необходимое нам количество рядов. Я расскажу, сколько это будет у меня, и потом формируем ручки. Итак, я провязала 22 ряда. Стенки нашей сумочки по сантиметрам это получается 13 сантиметров. Сейчас берем маркеры и делаем разметку для вязания ручек. Так как всего у нас 58 столбиков без накида, да, делаю вот так вот маркерами. Мы выделяем серединку с обеих краев. То есть, чтобы от маркера до маркера у вас было 29 столбиков. Посчитали. Потом вот от краев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отсчитываем, ставим маркер. То же самое с этой стороны и то же самое с противоположных сторон. По 8 поставили маркер, чтобы посерединке у вас осталось 13 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь продолжаем вязать. Мы уже перешли на 23 ряд. Вяжем 23 ряд. Провязываем в раскол, как и обычно. Дошли до маркера, и в этом месте мы набираем 18 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Смотрите, до маркера. Теперь идем и за следующим маркером в раскол провязываем 8 столбиков. Столбиков без накида в раскол. И мы доходим до угла таким образом. Итак, мы дошли до бокового маркера. Теперь маркер этот можно снять, он нам не нужен. Вяжем до следующего формирования ручки. То есть в эту сторону мы опять же провязываем 8 столбиков без накида в раскол. Я взяла такой крючок номер 4, чтобы у меня просто были плотные стенки, поэтому я немножко так туго вяжу, но сумочка получается очень плотной. Если вам очень туго, крючок можно будет брать побольше, 4,5, пятерку.
Итак, дошли до маркера и снова набираем 18 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И идем до следующего маркера. За ним снова провязываем в раскол 8 столбиков без накида. До углового маркера. И вот здесь вот что нам осталось до начала следующего ряда. Перейдите на следующий ряд, и я покажу, как обвязать ручку. Итак, мы перешли на 24 ряд. Вот эти петли до ручки мы опять же провязываем в раскол. У нас тут, у меня это 4 столбика. Да, далее мы переходим на ручку, и вы должны обвязать каждую петельку ручки, а это 18 петелек у нас, да, просто обвязать вот так вот за полупетлю, провязать столбики без накида. Провязываем 18 столбиков без накида. Провязав на ручке 18 столбиков без накида, далее спускаемся вниз и в раскол провязываем, получается, 16 столбиков без накида у нас идет в раскол, да, до следующей ручки. Вот здесь провязали, и точно так же обвязываем ручку с противоположной стороны. Итак, следующий 25 ряд. Вот я уже провязала 4 столбика в раскол, и мы просто обвязываем саму ручку. То есть захватываем нить вот таким вот образом и провязываем. Здесь вы можете провязать сколько угодно столбиков, главное плотно обвязать эту ручку. Я сейчас ее полностью обвяжу и скажу, сколько получилось у меня. Так, я провязала на своей ручке 28 вытянутых столбиков без накида. Далее снова вяжу в раскол вот эти 16 столбиков и точно так же обвязываю ручку. Переходим еще на один ряд обвязки. Так, обвязали ручки и делаем последний ряд обвязки. Заводим нашу петлю. Подтянули ее до необходимой величины. Так. Далее я захожу под полупетлю, захватываю свою петлю и будем обвязывать вот таким вот образом. То есть соединительными столбиками за полупетли. Просто чтобы сделать красивым край и укрепить стенки нашей сумочки. Это у нас последний ряд. Вяжем по кругу, я вам покажу, как закрыть ряд. Итак, довязываем обвязку. Вот смотрите, здесь я начинала. Вот здесь остановлюсь, чтобы сделать последнюю петлю. Я уже обрезала нить. Вытягиваю и захожу под эту нашу первую косичку. Вот таким образом с изнанки мы выходим. Чтобы сформировать петлю. Все, смотрите, петелька сформирована, все идеально ровно легло. Хвостик теперь прячем. Так, прячем хвостик, присоединяем наши кольца к боковинкам.
пришиваем кнопочку и еще вяжем самостоятельно ремешок. Сейчас покажу как. Итак, для вязания ремешка мы набираем 2 воздушные петли. Раз, два. Так, в первую вытянули петлю, провязали, развернули по часовой стрелке, заходим под вот эту петлю изначально, вытянули, провязали 2 вместе. Далее разворачиваем по часовой стрелке, и теперь у нас всегда будут вот эти 2 перемычки. Вытянули за них петлю, провязали вместе. Вытянули, провязали вместе. Разворачиваем только по часовой стрелке. И таким образом вяжете на необходимую длину ремешка. Классическая это 120 сантиметров, но вы регулируете под свой рост. Я свяжу немного длиннее, потому как я за кольца буду вот эти вот свой ремешочек просто завязывать, чтобы он не пришивать и завязывать, чтобы он легко регулировался. Все, и еще останется вам показать, как на ручках фиксируются ленточки твилли. Вяжем ремешок и собираем нашу сумочку. Итак, я связала ремешок длиной 125 сантиметров. Ну, посмотрела, вполне достаточно. Вы вяжите длину, как бы под свой рост регулируя. Все, обрезала хвостик. Вот так вот вытягиваем. Далее хвостик мы прячем. Все, несколько раз вытянули, обрезали и подпаяли хвостики зажигалкой. Вот как-то так. Можно спрятать внутри. Все, теперь завязываем на сумочке. Так, еще украшаем ручки сумочки ленточкой твилли. Смотрите, в начале видео я вам показывала вот эти ленточки, но подумала, что у меня вот есть еще от этой же фирмы шнур, вот такой лиловый. И как бы под этот лиловый вот эти намного больше подходят, да, чем под вот этот бежевый. Поэтому шила еще один комплект ленточек твилли. А знаете, что очень классно, что вы можете связать себе такую сумочку и под образ менять разные ленточки. Очень классно, очень сейчас модно. Сейчас покажу, как она завязывается, эта ленточка. Размер точно такой же, как я вам говорила в начале видео. Да, берете, оставляете небольшой хвостик. Это в зависимости от того, хвостик у вас получится, какой длины у вас будут ленточки. Да, завязываете сначала на узелочек. Вот так вот. Украсить вы можете по-разному. То есть я украшаю именно ручки. Вот оставляю такой небольшой хвост. Так, здесь у меня узелок. Так, сейчас красиво мы обмотаем нашу ручку, так, чтобы и узелок спрятать. Вот, прячем узелок плотненько. И вот в это отверстие мы вытягиваем тоже наш оставшийся хвостик. Ну, если у вас изначально, вот как у меня здесь хвостики неровные сначала получились, да, ну, вот так вот подтянули, просто отрегулируйте, размотайте, еще раз перемотайте. Ну, вот здесь у меня, видите, я добилась
что они у меня ровненькие. Я думаю, что вот этот цвет, да, к этой сумочке очень даже подходит. Все, дальше. Кольца присоединяем, ремешок довязываем и пришиваем магнитную кнопку. Либо же по желанию вы можете сшить подкладку, либо такого же цвета, если вы постоянно будете носить эти ленточки, либо какого-нибудь бежевого, чтобы не сильно выделялся. Так, берем нашу сумочку, и я вот просто таким образом беру свой ремешок и завязываю на узелочки. Так очень удобно, хорошо регулировать размер этого ремешка. То есть можно здесь узелки, сделать хвостик длиннее. Вы же, если хотите, можете вот так вот через кольцо провести на ваш ремешок и просто шить здесь иголочкой. Можно и так. То есть это уже по желанию, и длину вы тоже смотрите под себя. Итак, моя сумочка готова. Получилась вот такая миниатюрная малышка. Ленточки можно менять под любой образ. Смотрите, ширина получилась 20 сантиметров, высота до ручек 13 сантиметров, вместе с ручками 19 сантиметров. Как вариант, сумочка может быть еще и с такими ручками. Если вы собираетесь на какой-то корпоратив или мероприятие, так будет, конечно же, намного элегантнее. Вот этот ремешок я заказывала на ВБ. Опять же, кому интересно, оставлю артикулы в описании. Вот, поэтому, если была вам полезна, если был полезен вам мой мастер-класс, с вас, пожалуйста, лайки и комментарии. Всем пока-пока.